Привет всем, Николаевич на связи. Хочу с вами поделиться своими мыслями о биткоине. Что здесь я вижу? Вот мои рисунки в стиле Пикассо. Это дневной, да, у нас таймфрейм. В дневном таймфрейме падение продолжается еще пока что, да. Вот тут были всплески. Еще когда-то мой супериндикатор показывал продажу и правильно показывал и покупку, и продажу. Это слабая покупка, но тем не менее она очень красиво себя оправдала. Что здесь мы видим? Здесь тут разные движухи тоже, да, но тем не менее падение ускорилось. И после этого набора, да, ликвидности, консолидации так называемой. Сейчас мы видим немножечко начинает подбирать, да, тут уже куча линий поддержки организовалась. Здесь у нас будет аж только наверху линия сопротивления дневная. Основополагающих для того, чтобы, да, сделать вывод, что падение очень крепкое, но начинает здесь заворачиваться, да, мы видим, вот пошла, да, то есть здесь у нас buy, покупай, индикатор показывает. Теперь что по моим рисункам? Здесь у меня конкретный ордер-блок однодневный, очень крепкий, соответственно, да, старший таймфрейм у нас приоритетный, так сказать, священная грааль трейдинга. Дальше у нас здесь тоже ордер. Многие говорят, что технический анализ и smart money не работают на криптовалюте, и они в принципе правы, но лишь отчасти, я так скажу, потому что я вижу четкую отработку по битку, хотя все супер там мастера и крупных школ обучения говорят, что это все ерунда, тут я ничего не вижу, мне непонятно. Тем не менее, я здесь делал сделки. Я здесь зарабатывал, я здесь зарабатывал, я на этом падении зарабатывал, я на этом росте зарабатывал. И, по-моему, да, и здесь я зарабатывал, и здесь. Все отрабатывало четко. Мой ордер-блок обычный, нарисованный, однодневный, приоритетный ордер-блок, вот он здесь мы его видим. Прошу, да, сосредоточить зрение. Здесь мы его видим. Вот я немножко подвину, вот мой новый этот. Он отрабатывает четко, раз в него ударилось, пошло вниз. 2, залетело, попыталось, пошло вниз. 3, ну, и они рассказывают мне, что теханализ, smart money не работает. Так, я перехожу, то есть, да, здесь у нас ордер-блок однодневный, большой, давнишний. Тут вообще, то есть, месячный ордер-блок. Ну, как бы под ним недельный. Ну, то есть, здесь очень сильный отскок, во всяком случае, если не разворот, на который, как бы, почему-то мне кажется, но я могу ошибаться, но отскок очень сильный. Так же самое все имбалансы здесь перекрывались, понимаешь, ну, как бы, красиво все, как положено, как по учебнику отрабатывают. То есть вот ордер-блочок, да, насобирал ликвидности. То есть тут ударилось от этого, сюда насобирало, еще полетело. Но очень сильный ордер-блок на продажу сверху, вот он у меня красным обозначен. Дальше у нас есть ордер-блок однодневный, давно уже, от которого сюда пошло сильное, да, движение. По-любому от него тоже идет отбой, потому что вот, чтобы было видно, да, вот, дошло сюда, здесь рисует индикаторами, у меня здесь автоматически линии сопротивления. Это на сегодня, да, то есть у нас 4 часа дня, 10-12-2025, 10-12-2025 года. Свежий, как бы, вот анализ вам по битку. Здесь имбаланс наполнялся, здесь сейчас вот движение, вот сейчас мне, да, немножко непонятно, я нарисовал здесь 4-часовой ордер-блок, вот он у меня здесь под знаком вопроса, потому как еще пока что должно показать от него реакцию, если я увижу, я буду знать, что, ну, то есть здесь маркетмейкер еще пока что будет, это мои предположения, я не утверждаю, но поймали дно, и здесь сейчас начнут глобально, то есть если мы перейдем, я уверен, сейчас, ну, к примеру, на недельный, да, и посмотрим глобальное движение, то есть вот здесь у нас шел рост, здесь идет слом структуры. И после этого довольно сильно отыграло падение, нисходящий тренд, после чего обычно идет небольшая все-таки консолидация и откат вверх. После этого оно, возможно, снова продолжит, но на данный момент я имею в виду, что это локальное дно, поэтому если здесь был рост, вот здесь явное пересечение типа нападения, да, и мы видим объемы. Объемы здесь были колоссальные. Кстати, еще одно мое наблюдение по биткоину, что если взять месячный график, я не знаю, где-то вам такое рассказывают, показывают, и посмотреть, вот она, вся история, ну, это по бирже, например, Binance, да, смотри, здесь начали расти объемы, вот они выросли здесь пиково, да, и сейчас они упали, поэтому тут видите сами, что вокруг битка делается. Вот она у нас, шкала объемов, которая возросла и упала, как будто бы капитал отсюда уходит. Не знаю, ничего не говорю, но просто констатирую факт. Сейчас мы вот здесь, по факту мы, в принципе, глобально
как бы в откате, а не в падении. Если на одной неделе тоже у нас нету пересечения на падение, есть еще рост, ну как бы падение еще идет. То есть будем ли мы еще падать, непонятно. Закончилось ли как бы нисходящий тренд, непонятно. Вот у меня все ликвидности были для себя, там я их передвигаю, обозначаю. Ну именно на данный момент торговать как. Сигналы я никакие не даю, я делюсь своими процессами торговли. И поэтому я же говорю, что на данный момент возможен откат, очень даже. Но очень сильный месячный ордерблок, я не думаю, что так просто можно будет пробить. Возможно, и пробьем мы его, и возможно, еще там будет откатываться. Я, кстати, все видосы попилю и выложу, ну, как бы чуть позже, мне сейчас некогда этим заниматься. И они будут, конечно же, да, задним числом, хотя было бы жирно вовремя, конечно, это делать. Вот, поэтому тут нет у меня сейчас ни сигналов, ничего, что вам предложить, братва лихая, пираты торговли. Но однодневный ордерблок у меня остается, пока что я его не удаляю. Вот этот новый, возможно, если вот это от него будет какое-то движение, то есть здесь по-любому идет набор позиций. В какую сторону сейчас она пойдет, я сейчас буду анализировать, потому что ну вся остальная альта, да, если кто по крипте торгует, то есть основная альта, она зависит от битка. Ситуация вот по карте ликвидаций, давай посмотрим 1 месяц. Ну, интересно сходить вверх, правда? Хотя, где не факт, что здесь будет добор пока что. Там дальше, вот мы видим, ниже моих ордер-блоков, которые я нарисовал, нету ликвидности просто-напросто. One year, 1 год смотрим, да? То же самое, да? Вот уже тут доходим мы до 73 271. Ну, что там собирать? Слезы? Может, как бы, по идее, да, там, по классике вроде бы как не может пробить, отскакивает еще вниз добирать. Но я вижу это вот так. Ну, куда-то вот здесь имбаланс. Оно как бы перекрыло, но не до конца. То есть, возможно, даже аж вот так. И потом здесь у нас очень опять сильный ордер-блок. 1 день. Тоже красный. То есть, я рисую, это значит, что он на продажу. Имбаланс-то перекрыть надо, да. То есть, может быть, вот так это будет. Да, и потом снова еще какой-то добор сюда, где здесь вот есть уже ликвидности набор неоднозначный, неоднократный, да, неоднократный набор ликвидности. То есть, возможно, опять сюда и дальше уже, не знаю, будет ли оно пробивать вот этот ордерблок еще 4 часа, который тут организовался, сколько оно в него ударится. Может быть, еще раз ударится, еще раз пойдет сюда собирать. Но потом должно будет идти вверх. Я так это вижу, в общем. Я так это вижу. Потом здесь у нас имбаланс 1 недели, в котором есть еще имбаланс 1-дневный, 4-часовой. Здесь по-любому надо залетать и собирать. И, соответственно, дальше ордер-блок уже на покупки. Просто сколько здесь будет этих движений, я не могу точно сказать и ничего не утверждаю. Но могу сказать одно. Карта ликвидаций. Давай месяц. Куда уходит сбор ликвидности? 98 425. 98 425 это что у нас, ребята? Собрать как раз здесь недельный имбаланс. И кто мне после этого так говорит, что не работает Smart Money и теханализ? Если вот совпадение просто очевидное с картой ликвидации. А я думаю, работает по одной простой причине, я даже скажу. Потому что большинство мелких игроков, такие как мы с вами, малышей, работают именно по этой системе. И делают свои как бы входы в сделки, позиции открывают именно по такой логике. Вот и все. И вот немножко позже я залетел посмотреть графики. И при этом вот сейчас у меня 00 часов 47 минут. Что я здесь вижу? Насчет ордер-блока, который, да, недавно мы обсуждали. 4-часового. То есть здесь шпилями, то бишь обыкновенными манипуляциями прощупывают его верхнюю границу. И отскакивают потихоньку. Вот будем дальше наблюдать, то есть как он себя поведет. Но уже похоже, что он валидный. Что еще интересно, что монета, да, в которой я торгую, она показала такое фомо мне, короче говоря, ада кардана, да, то есть я когда залетел в шорт от ордер-блока 2-часового, который я сопоставлял с вот этим ордер-блоком 1-дневным у битка, тут все похоже двигалось, похоже имбалансы создавались и так далее. И я, ну, как бы сопоставлял эту корреляцию, но при этом, увидев картинку вот эту набора непонятного здесь, консолидации ликвидности, но очень понятного, глядя на биток, то есть у него все в порядке, у него, во-первых, тут была ликвидность, где у меня желтым отмечен, тут было покупай, и здесь я принял решение забрать вот этот take profit, когда вот тут я уже вижу, что не взяло мою. Здесь я сделал разворот позиции, есть такое, да, наверное, все знают. Дополнительная комиссия при этом взимается.
То есть я вот так вот забрал тут чуть-чуть и тут, короче, откусил. Вот я вышел здесь, видя как бы, что да, вроде высокие объемы, я вышел ну, в верхней границе этого ордерблока. Почему я так поступил? Закрыл позицию, думая, что может быть сейчас тут отскок резкий. Ну, короче, фома моя вот в чем заключалась. Что оно улетело, пробив, ну, собрав, естественно, вот эти имбалансы. И закрыл я позицию здесь, на верхней границе двухчасового ордерблока. При этом что? Ну, думаю, что сейчас тут, естественно, будет отскок, такого быть не может. Хотя. Тут уже у нас он был пробит. По факту еще тогда он был невалидный. Да. Ну вот что значит, когда у тебя голова забита другими совершенно делами, вещами. Некрасиво я наторговал, да, то есть себе фому. Ну ладно, в любом случае я в прибыли, и тут я забрал, и тут я забрал. Да, и вот он тут пробил 4-часовой ордерблок этот. Убираем его, он уже все невалидный для нас. Однодневный ордерблок. Сейчас происходит отскок. Но поскольку у нас на самом деле Cardano ADA является для оракулом биткоина, то значит и здесь у нас тоже пойдет отскок. Учитывая тем более вот этот новый набор позиций, который я предполагаю, что это все-таки ордерблок 4-часовой. Да, тут еще я понаблюдаю, но возможно еще, да, можно будет зайти в шорт. Учитывая, это у нас 4-часовой, да, график. Делаем вот такое клонирование. Ну, можете ставить на паузу, пересматривать, если кому непонятно, что я тут рисую, потом можете пересмотреть. Да, вот здесь я вижу у нас имбаланс. Немножко отдых себе сделал пару дней, потому что уже, когда голова слишком переполнена этими всеми идеями, мыслями и так далее, лучше не торговать. Лично я так делаю, потому что я уже не соображаю. Могу делать ошибки. Вот как здесь было, да, вот черти что, непонятно, уже тут пробивало. Почему я здесь вышел из позиции? Ну, типа, take profit забрал свой, как бы там, довольно-таки такой, как положено, да, тут и так уже было 1 к 4, по сути. Ну, сейчас буду наблюдать, тут соображать, что делать. Уже с завтрашнего дня, скорее всего, потому что обычно сейчас оно будет, тут набор позиций происходить. Там можем даже посмотреть карту ликвидации, что у нас тут обновилось, не обновилось, сейчас мы увидим. Ну да, тут оно вот сюда, да, упирается. Всегда священный Грааль это более старшие таймфреймы, ведь всегда, запомните, ребят. Совершенно верно, да. Вот оно тут пособирало. Сюда есть интерес, но есть и вниз интерес. Понимаешь, да? Одна неделя у нас показывает тоже. Сюда, конечно, более высокий интерес, но здесь жирно. Тут пласт какой большой. Да. Плюс вот этот резкий взлет, имбаланс наш так называемый. И вот здесь как бы не особо, да, интересно под него занырнуть. Под него, то есть вернуться в имбаланс вот этот 4-часовой все-таки. Скорее всего, да, будет шорт, скорее всего. Ордерблок один день, который был ранее пробит. Я его чисто как какую-то линию сопротивления оставляю как гипотезу уже, да, то есть мы здесь ставим знак вопроса. Ну, вот такой у меня стиль, я говорю, можете там, может кто-то будет умный сильно критиковать этот стиль. Но главное, что пока что у меня все работает. Вот уже 3:30 дня, да. Вот после ночи все-таки ордерблок этот на данный момент валидный, выглядит рабочим и валидным. Главное, что не инвалидным. Поэтому всем на связи. Будем развиваться, будем улучшаться, делить победы и поражения и вперед к финансовой свободе, к независимости, благополучия всем. Жму руки воїнам. Так що доброї ночі, доброго вечора, гарного ранку. Все на связи.